Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых строк из Google таблиц в сервис Slack. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые строки из Google таблиц в другие системы. Например, вы сможете в Slack получать уведомления о появлении новой строки в виде личных сообщений или в виде сообщений в канал. Таким образом, вы всегда вовремя будете реагировать на появление новых строк в Google таблице. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Google Sheets. На этом этапе вам необходимо выбрать действие «Загрузить строки новые». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Google Sheets к системе Apex Drive. В этом окне необходимо указать логин и пароль личного кабинета Google. Далее необходимо предоставить все разрешения Apex Drive на работу с вашим аккаунтом Google. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать файл и лист, из которых будут передаваться данные в Slack. В поле «Начать загрузку данных со строки «Номер» вам необходимо указать номер строки Google таблицы, с которой вы хотите начать выгрузку данных. Например, если у вас в таблице находится 1000 строк и вы не хотите все эти строки передавать, укажите в этом поле цифру 999 для того, чтобы начать загрузку с последней из них. В данном случае в моей таблице находится 2 строки, поэтому я в этом поле укажу двойку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные, которые находятся в выбранной строке. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных Google Sheets успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Slack. Далее необходимо выбрать действие «Отправка сообщений пользователю». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Slack к сервису Apex Drive. Для начала вам необходимо указать URL вашего workspace в Slack. Далее необходимо указать email и пароль личного кабинета Slack. Также вы можете произвести вход через Google. На этом этапе вам необходимо предоставить разрешение Apex Drive на работу с вашим аккаунтом Slack. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо указать пользователю, которому будут приходить личные сообщения при каждой новой строке в Google таблице. В поле «Текст» вам необходимо составить сообщение, которое будет приходить выбранному пользователю. В этом поле вы можете передавать переменные из Google таблиц. Для того, чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете использовать не только переменные из выпадающего списка, но и прописывать значения вручную. Для того, чтобы перейти на следующую строку, используйте Enter. Когда все необходимые переменные назначены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример сообщения, которое будет отправляться в Slack при каждой новой строке из Google таблиц. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Slack». После успешной отправки переходим в Slack и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку.
На этом настройка приема данных Slack успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!